Приветствую, друзья! Решив не оставаться в стороне, свои недорогие планарные наушники представила и многим любимая компания Kenera. Однако, как это у них принято, сделала все по-своему, добавив к планарному излучателю еще и высокочастотную балансную арматуру. Но, что самое главное, им удалось наделить и эту модель тем самым фирменным звуковым почерком, за который, собственно, мы и ценим данного производителя. Сегодня говорим о Gumiha. Поехали! Пришли наушники в яркой такой коробке с изображением девятихвостой лисицы, графиком АЧХ и перечнем основных технических характеристик, из которых отметим чувствительность, равную 106 дБ, и импеданс 9 Ом. Здесь у нас двойная засада. Во-первых, наушникам нужен достаточно мощный источник, а во-вторых, он должен иметь около нулевое сопротивление. В противном случае со звуком могут быть проблемы. Хотя почти любой нормальный девайс полностью удовлетворяет каждому из этих условий. Внутри мы находим брелок с лисицей, что мы видели сквозь витрину коробки, инструкцию по эксплуатации с легендой об этой самой Gumiha, мешочек из кожзаменителя, щеточку для ухода за наушниками и два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Опционально продавец может приложить еще и фирменный набор насадок KBIR 07. Мне лично оба комплектных варианта показались довольно пресными по звучанию, а вот KBIR 07 вытаскивает из наушников самый сок. Кабель выглядит неплохо, чуть липкий, но гибкий и достаточно толстый. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,46 Ома. Не сказать, что мечта, но вполне приемлемо. Чашечки имеют весьма скромные габариты и довольно своеобразную форму, чем-то напоминающую один из лисьих хвостов с картинки. С внутренней части находится немного вытянутый звуковод с металлической сеточкой, а на нижнем торце набор отверстий для компенсации 10-мм планарного излучателя. Арматурному драйверу подобные излишества, как мы знаем, не нужны. Ну а с внешней части нас встречает все та же лисица. Металлических частей в конструкции нет, то есть и зимой будет удобно ими пользоваться. Сидит модель отлично, да и смотрится весьма достойно. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут довольно продолжительный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%, что тоже в пределах нормы. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют в минимумах около 76 и 97 миллисекунд без каких-либо возмущений. С позиции амбушюр характер графиков, на мой взгляд, практически не меняется. АЧХ же здесь немного напоминает хармоновскую кривую с низкими частотами, приподнятыми на 9 дБ, округлым таким выделением области разборчивости и пиком на 7,5 кГц для усиления резкости звучания. Причем, если посадить насадки глубже в стенд, то пик смещается к 10 кГц и заметно увеличивается по амплитуде. Так что любители глубокой посадки вполне могут поймать какой-нибудь резкий призвук. Далее график аккуратно уходит в ноль. Звучат же наушники максимально мелодично, с просто потрясающим по уровню погружения в материал. Буквально включаешь музыку и просто проваливаешься в нее. Естественно, это не уровень Урт или Ходор, но почерк вполне узнаваемый. Достигается же это в первую очередь довольно интимным расположением виртуальной сцены, которая находится прямо вот перед тобой. Словно вытянешь руку и коснешься вокалиста. Кроме того, само звучание наделили приятным слуху аналоговым смягчением и правильной массой почти по всему частотному диапазону, за исключением, наверное, самых верхов. Ну и, конечно, модель не рвет рекорды скорости и хлесткости, однако все тембры очень хорошо прорисованы, а нюансы находятся на своих законных местах. То есть это комфортное такое звучание с акцентом на мелодической составляющей, выразительности и максимально возможной передаче эмоций. Из тех случаев, когда музыка может прям выжать слезу или же наоборот дать ощущение полнейшего восторга. Что, как для наушников за 3000 рублей, просто неизмеримо круто. Сравнивая Gumiha с новой инкарнацией типа Vinalina, последние кажутся тяжелее по подаче, с чуть большим уклоном в низкие частоты, непрозрачно плотными тембрами и чуть уступающим разрешением. Кому как, конечно, но мне герой обзора нравится немного больше, хотя это уже вкусовое. Обе модели, на мой взгляд, очень хороши.
Триповин ромбус на фоне гуммиха имеют довольно тонкую верхнюю часть диапазона, немного притушенные верхние частоты и ниже разрешения на басах. Единственное, на фоне конкурентов у героев обзора сильно уж подсвечены верха. То свистящие подчеркнут, то разнообразные тарелочки могут слегка резануть. Но, как я уже и говорил, это зависит от глубины посадки наушников в ваш ушной канал. Moondrop Stellaris намного четче и техничнее данной модели, но такого погружения в музыку там добиться практически невозможно. Относительно LED Shure S12 Pro и Tanzu Zetian Wu ровно те же комментарии. Первые имеют уклон такой в депрессивный звук, а вторые задемпфировали так, что слушать их вообще неинтересно. Ну и что меня особенно удивило, гуммиха не очень требовательны к выходной мощности источника. Причем модель отлично сыграется как с чем-то нейтрально-техничным, так и предельно мелодичным. К чему их не подключал, везде было просто волшебно. С учетом их цены, естественно. Однако большего от наушников за 3000 рублей требует, на мой взгляд, кощунство. Кенера выжили абсолютный максимум из данного ценового диапазона. Джаз, ритм-н-блюз, соул, этника, какая-то лирическая электроника звучат здесь, конечно, очень впечатляюще. Местами могут слегка ярчить на высоких, но не настолько, чтобы об этом долго разговаривать. Быстрым тяжелым жанром может чуть-чуть не хватить разборчивости на нижней части диапазона. Чувствуется многовато воздуха в районе верхних средних частот и слишком уж тонкие затухания у перкуссии. То есть для металла они не самый идеальный вариант на уровне ромбус, если кто-то уже послушал последние. В оркестровой же музыке, как и все другие модели Кенера, гуммиха без сомнения очень сильны. Все инструменты как на ладони, и при этом они хорошо прорисованы и точно позиционированы. Хватает и воздуха, и четкости, и того самого пространства в глубину. В плане построения сцены героев обзора можно исключительно хвалить. Чуть-чуть бы притушить арматурные излучатели, будет совсем хорошо. Но это каждый из вас может сделать самостоятельно при помощи соответствующих демпфирующих наклеек на звуковод. Говорят, Кенера уже делает модель на том же самом драйвере, но уже без арматурной пары. Как выйдет, обязательно попробуем. Еще есть мнение, что плоский драйвер здесь это не совсем обычный планарный излучатель, однако для нас это далеко не главное. Важно то, как он звучит и насколько хорош в плане динамики и искажений. А в этом он реально очень крут, даже в отрыве от цены. У старших моделей, как вы помните, искажений было больше, да и с фазой у гуммиха все гораздо лучше. Итогом, планарные наушники Kenera Celeste гуммиха имеют отличную посадку, неплохой внешний вид и просто восхитительное по своему характеру звучание. Чуть теплое, мелодичное, с прекрасной передачей эмоций, качеством прорисовки и построением сцены в ширину и глубину. Я на них, друзья, буквально залипал. Единственное, с чем они мне не понравились, это разнообразные агрессивные жанры. Есть там несколько заметных недочетов. А так придраться могу только к использованной здесь арматуре. Звучит она довольно тонко и немного резко. Но в зависимости от глубины посадки амбушюр этот параметр можно варьировать. В остальном это реально эффектное, максимально глубокое звучание с правильной массой, тембральным объемом и интимно приближенной к слушателю сценой. За свои деньги лучшего я бы даже не искал. А на этом у меня все. Это были наушники Celeste гуммиха от компании Kenera. Всем добра, всем пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки и присоединяйтесь во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!